Маргарита Симонян боится немцев. Дальнобойных ракет «Таурус» не будет, а Россия проводит ядерные испытания. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Запись якобы разговора якобы немецких генералов всполошила российских пропагандистов. Один из генералов на это сказал: знаете, это все равно будет нашим прямым участием. То есть они понимают, о чем они говорят. Для передачи ракет «Таурус» существуют в первую очередь технические проблемы. Если не вдаваться в какую-либо политическую конспирологию, то, на мой взгляд, все дело именно в технической компоненте. Выборы в Иране пока проходят без жертв. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на все наши каналы. Российская пропаганда усердно раскачивает идею с присутствием иностранных войск на территории Украины. К примеру, министр иностранных дел Российской Федерации точно об этом знает. Мы доподлинно знаем об участии военнослужащих стран НАТО, которые маскируются то под наемников, то иным способом под людей, которые не принадлежат вооруженным силам стран НАТО. Но вот в этом разговоре там есть несколько интересных вещей, в том числе, когда вот эти генералы немецкие, обсуждая, как бы им похитрее поставить Украине дальнобойные вооружения, там «Таурус» упоминается, для атаки по Крымскому мосту и по складам с боеприпасами. И как бы это сделать так, чтобы их не заметили, потому что Шольцу не нравится, а вот американцы с британцами все равно там уже находятся. И, может быть, там еще шел разговор о том, как бы можно ли, не находясь на Украине, дистанционно наводить эти ракеты. Но один из генералов на это сказал: знаете, это все равно будет нашим прямым участием. То есть они понимают, о чем они говорят. Еще Лавров считает, что у главы Пентагона Ллойда Остина, цитирую, «вырвалось по Фрейду то, что у него на уме», когда Остин говорил о том, что НАТО в случае поражения Украины придется воевать с Россией. И это якобы доказывает наличие такого плана у США. Но ведь, по мнению кремлевских пропагандистов, НАТО уже давно воюет с Россией в Украине. К примеру, об этом говорит очень часто Маргарита Симонян. И в пятницу утром она опубликовала пост о том, что ей спецслужбы подкинули запись разговора якобы немецких генералов, которые решали, как же ж им лучше разбить Крымский мост. На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры Бундесвера обсуждают, как они будут бомбить, внимание, Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом их Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю. Заодно офицеры Бундесвера палят амеров и бритишей, походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно. Маргарита Симонян дала немецкому командованию, Генштабу и канцлеру время до полудня на ответ. В 12:01, не дождавшись, она начала публиковать якобы участников разговора. Сам разговор, напомню, пропагандистка выложила только к вечеру. Зато текст Маргарита опубликовала раньше разговора, опубликовала его ВКонтакте. Совсем не странно. История строится вокруг передачи Германией дальнобойных ракет «Таурус», отправку которых как-то неуверенно одобрил Бундестаг. Одобрил отправку дальнобойных систем без указания наименований. Это высокоточное дальнобойное оружие, без шансов для противника, которое приближает нашу победу. Хотелось бы рядом с Storm Shadow и Scalp видеть немецкую ракету. Олаф Шольц не очень стремится отдавать такие ракеты Украине, якобы переживая, что ими может быть атакована Москва, и переживая, что Германия может оказаться втянутой в войну. Поэтому, если разговор генералов, опубликованный Симонян, не сгенерирован нейросетью, что очень похоже, и настоящий, что очень не похоже, то у Германии большие проблемы с безопасностью. Оружие даже не самое мощное. Ракетная установка «Хаймарс» достигает гораздо большего, чем «Таурус», но имеющая дальность действия 500 километров и которая при направленном использовании может достичь конкретной цели где-нибудь в Москве. Это оружие, где вопрос, что с ним делать и как его использовать, нельзя решить просто так самообнадеживающими лозунгами.
Тем, у кого есть сомнения, я бы посоветовал посмотреть тексты и выступления или телеинтервью президента Путина. Он фактически объясняет, что Беларусь и Украина фактически принадлежат ему. Вы можете прочитать это там. Вот почему диктатор в Беларуси напуган, потому что он ему нужен, чтобы поддерживать свою диктатуру. Но он также знает, что если Украина не сможет защитить свою страну, он, вероятно, будет следующим, чтобы получить дружеский намек от Москвы, что он снова там. Украинские эксперты говорят, что в Украине в принципе нет даже установок, которые могут использовать ракеты «Таурус». Если не вдаваться в какую-либо политическую конспирологию, то, на мой взгляд, все дело именно в технической компоненте. «Таурус», их не на чем применять. У нас нет на сегодняшний день носителя, который бы мог применять «Таурус». Ну, мы все говорим дайте «Таурус», а с чего мы их будем запускать? На Су-24 их не интегрировать. То есть там интеграция возможна, но это довольно-таки серьезная переработка самого самолета, проведение его глубокой модернизации. Поэтому либо Еврофайтер Тайфун, либо Saab Gripen. А пока не будет, например, того же самого Гриппена, то какой смысл опять-таки передавать нам Таурусы, чтобы они где-то там на складу, на складских помещениях находились полгода, год, неважно сколько, но при этом под риском удара со стороны, ракетного удара со стороны российских оккупантов, нерационально. Но если говорить о войсках, то по информации газеты «Le Monde», Франция рассматривает таки возможность введения ограниченного контингента спецназа или подобных сил для того, чтобы создать стратегическую дилемму для россиян. Ограничить удары со стороны России по определенной территории, которую займут эти самые войска. То есть они не будут участвовать в боях. Ну а в Крыму в пятницу таки звучали взрывы и сирена, и перекрывался Крымский мост. В пропагандистских пабликах писали даже, что ВСУ атаковали Крымский мост комбинированным ударом из беспилотника ракет Storm Shadow и американскими ракетами-приманками. 12 ракет, как пишет Министерство обороны Российской Федерации, было сбито над Крымом и в частности над Бельбеком. То есть почему-то они летели через весь Крым в Крымский мост. А в Севастополе случился блэкаут, и свет в центре города пропал на несколько часов. Польская полиция не дала украинским водителям пообщаться с протестующими поляками. Польская полиция не позволила даже приблизиться к польским протестующим, окружив украинских водителей и запретив возвращаться к автомобилям и палаткам. Блокировка такая длилась более 2 часов. К настоящему времени полиция сняла ее и разрешила водителям вернуться к своим машинам. Но скорость прохождения автомобилей через границу осталась прежней. В России снова бряцают ядеркой. Там провели учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Акт запугивания прошел вроде как успешно, но как знать. Одной из особенностей комплекса является вероятность ядерного заряда и расщепляемость самого заряда. Тогда появилась первая доктринальная оценки того, что решительной демонстрацией готовности использовать ядерное оружие можно достичь политических целей. И тогда началась эта идея, что можно на кого-то напасть, а потом угрожать ядерным оружием, чтобы не было ответа. Ну вот это произошло уже лет 15, как Россия разрабатывает эту стратегию. В Украине то, что мы видели в феврале 2022 года, когда Путин пообещал немыслимые последствия тем, кто будет помогать Украине, это была уже максимальная реализация этой стратегии. Ну, она, надо сказать, она сдулась в таком чистом виде, она сдулась где-то уже к лету 2022 года, когда они сменили риторику, увидели, что Украине все равно помогают, и они не решаются использовать ядерное оружие, россияне просто за помощь. И тогда изменилась риторика, они стали маскировать вот это запугивание под ядерное сдерживание. Они начали говорить, что эти территории, которые мы захватили, это наши территории, и если кто-то будет эти территории освобождать, это будет считаться нападением на ядерное государство. Нидерланды разместят в Гааге трибунал по агрессии Российской Федерации и выделят Украине 2 миллиарда евро военной помощи в 2024 году и дальнейшую оборонную помощь в течение следующих 10 лет. Все это прописано в двухстороннем соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности.
Соглашение формализует принципиальную позицию Нидерландов по усилению санкций против России, принуждение ее к возмещению убытков и привлечению агрессора к ответственности. Согласно документу, Нидерланды также поддерживают будущее членство Украины в ЕС и НАТО. Также документ определяет механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины. На акциях, которые начались после похорон Навального, задержали около сотни людей по всей России. В Москве люди скандировали «вернуть солдат домой», пока ждали своей очереди зайти на кладбище, чтобы проститься с политиком. Вернуть солдат домой! 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 По данным ресурса ОВД-Инфо, больше всего задержанных в Новосибирске, 18 человек как минимум. Возле метро задержали около 10 человек в Москве сразу после похорон Навального. Иран голосует за новый парламент. В пятницу там состоялись выборы. Право голоса в Иране имеют более 61 миллиона человек из 87 миллионов граждан страны. Бюллетени избирателей в основном подсчитывают вручную, поэтому объявление результатов голосования может затянуться до 3 дней с даты выборов. В Соединенных Штатах сделали заявление об иранских выборах, говорят, не надеются на демократический процесс. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Любая ваша реакция важна для нас и для Ютуба, который понимает, что это видео можно показывать всем. На этом все, до встречи и хороших вам новостей.